Иногда самые громкие вершины скрывают самые тяжелые тени. Сегодня вы услышите историю, которая долгое время оставалась за кадром, путь человека, чье имя знала вся страна, и который неожиданно исчез в момент, когда его популярность казалась абсолютной. Почему артист, ставший символом эпохи, внезапно ушел? Что произошло за кулисами огромного успеха? Какие события, неприятные, болезненные, иногда пугающие, сыграли ключевую роль? Мы собрали дайджест информации из открытых и официальных источников, а также представим авторское мнение, основанное на анализе его творческого пути. Некоторые детали, о которых вы узнаете ближе к финалу, до сих пор вызывают жаркие споры. Одни называют это профессиональным давлением, другие – скрытой личной борьбой, третьи – результатом событий, о которых мало кто решался говорить вслух. Но одно можно сказать точно – настоящая причина исчезновения Акана Елабыка значительно глубже, чем каждая отдельная версия. И самое важное – самые неожиданные повороты истории ждут вас в конце видео. Если вы думаете, что знаете, что произошло, вы, возможно, удивитесь. Устраивайтесь поудобнее, начинается история человека, которого изменила не только слава, но и тишина, наступившая после нее. Осень 2000-х годов застала Турцию врасплох не политическими событиями, не изменениями в обществе, а моментом, когда вся страна замерла перед экраном, наблюдая судьбу визиря, которого миллионы уже успели полюбить и бояться одновременно. В эту минуту произошло то, чего никто не ожидал. Актер, долгие годы остававшийся в тени, внезапно стал фигурой, о которой говорили на каждом углу. Имя Акана Елабыка вспыхнуло так ярко, словно в один миг кто-то включил прожектор, направленный прямиком на человека, привыкшего работать в полумраке театральных кулис. Он не стремился к этой высоте, не готовил себя к ней заранее, не мечтал о массовой лихорадке, которая накроет страну после его появления на экране. Но именно это и случилось, эффект, который невозможно предугадать, невозможно объяснить логикой и невозможно повторить искусственно. То, что миллионы зрителей увидели как рождение легенды, для самого актера стало чем-то гораздо более сложным. Он оказался в эпицентре всеобщего восхищения, где каждый жест обсуждали в новостях, каждый взгляд разбирали на деталях интернет-форумы, а каждый эпизод превращался в национальное событие. Его роль не просто полюбили, она стала частью культурного разговора, частью атмосферы страны, частью ежедневных обсуждений. Такое внимание не похоже на обычную известность. Оно не приходит постепенно, не дает времени привыкнуть. Оно обрушивается внезапно, выбивая почву из-под ног, даже если внешний человек кажется спокойным и уверенным. Акан в тот период выглядел именно так, собранным, сдержанным, почти невозмутимым. Но внутри все менялось с пугающей скоростью. Там, где публика видела восхождение артиста, сам он ощущал, что вместе с этим поднимается волна ожиданий, настолько высокая, что не каждый способен выстоять под ее тяжестью. Необыкновенная популярность приносила не только восторг, но и новый, до этого незнакомый ему опыт, понимание того, что теперь каждый следующий шаг будет оцениваться масштабами, к которым он никогда раньше не приближался. И именно в этот момент, когда его имя звучало громче всех, когда страна следила за каждым кадром, когда казалось, что впереди только победы, внутри него появилась едва уловимая тревога. Тонкая, почти незаметная, но предвещающая важный вопрос, от которого невозможно уйти: как продолжать путь после того, как ты взлетел выше, чем когда-либо мечтал? Этого вопроса тогда никто не слышал, ни зрители, ни журналисты, ни продюсеры. Но он уже звучал. И именно с него начинается история, которую предстоит рассказать дальше. Чтобы понять, каким образом человек приходит к моменту, когда вспышка популярности способна изменить ход его жизни, нужно вернуться туда, где еще не было ни камер, ни аплодисментов. В тихий стамбульский дом, где в конце 70-х появился на свет мальчик, ничем не похожий на тех, кто стремится в центр внимания. В его семье не было громких фамилий, связанных с кино или театром. Но в доме всегда присутствовало ощущение тонкости, как будто воздух держал в себе место для искусства, для чувствительности, для внимательного взгляда на мир. И маленький Акан умел смотреть. Не просто наблюдать, а вслушиваться в людей, в их паузы, движения, интонации.
Его родители говорили, что он избегал шумных компаний не из стеснительности, а будто по какой-то внутренней необходимости. Он часами мог сидеть в стороне, наблюдая за тем, что другие считали обычными вещами, как человек поправляет рукав, как нервно постукивает пальцами, как меняется взгляд при каждом разговоре. Тогда никто не думал, что все это – будущая профессиональная подготовка. Ребенок, который предпочитает тишину шуму, иногда кажется замкнутым. Но в его случае это была не отстраненность, а особое восприятие мира, в котором каждое маленькое движение имело значение. Эта внимательность, негромкая, но глубокая, позже станет его самым сильным актерским инструментом. В подростковом возрасте он впервые вошел в театральный зал и словно попал в пространство, где его собственная внутренняя тишина вдруг обрела форму. Там, где другие пытались стать кем-то, он, наоборот, впервые смог быть собой. Не играть, чувствовать. Не произносить реплики, проживать их. Поступление в Стамбульскую государственную консерваторию стало логичным, почти неизбежным шагом. Преподаватели сразу заметили, что перед ними не очередной талантливый абитуриент, а человек с редкой глубиной. Он не пытался впечатлить, не стремился доминировать, не строил вокруг себя образ. Вместо этого он действовал изнутри, спокойно, точно, честно. В эти годы формировалась его актерская природа, внутренняя собранность, внимание к деталям, способность уходить в роль полностью, без остатка. Он учился, будто не спеша, но каждая эта медленность была продуманной, словно он заранее понимал, что в искусстве скорость ничего не решает. И именно эта неспешность, эта вдумчивость и стала той чертой, которая позже выделит его среди десятков других актеров. Но тогда, на пороге юности, все казалось простым, театр был домом, сцена – пространством для дыхания, а путь – прямым и понятным. Он еще не знал, что впереди его ждет мир, который требует совсем другого темпа. Когда обучение подошло к концу, казалось, что перед ним открывается прямой путь в театр, туда, где он чувствовал себя по-настоящему живым. Но реальность оказалась более многослойной. Чтобы попасть в профессиональную среду, мало иметь талант, нужно время, терпение и способность выдерживать периоды, когда тебя почти никто не замечает. Так начался его путь в телевизионной индустрии. Не яркий, не стремительный, скорее тихий и постепенный. Он не пытался сразу занять центр кадра. Он входил в профессию аккуратно, будто проверяя, выдержит ли она его внутренний уклад. Небольшие роли, короткие появления, работа, которая редко попадала в заголовки, но давала ему самое главное – опыт. Его подход резко отличался от поведения молодых актеров, которые мечтали о мгновенной популярности. Он не суетился, не создавал вокруг себя шума, не пытался понравиться каждому режиссеру. Он просто делал работу, старательно, глубоко, иногда даже избыточно серьезно для тех задач, что перед ним ставили. Те, кто наблюдал за ним в то время, говорили, что он работает так, будто перед ним не второстепенный эпизод, а роль огромной значимости. Он не отделял сцены по масштабу, каждая была для него возможностью развить внутреннюю технику, почувствовать новый характер, попробовать иной эмоциональный ритм. В театре он оставался собой, свободным, внимательным, погруженным в роль до мельчайших оттенков. Но телевизионный мир жил по другим правилам: быстрые съемочные дни, плотные графики, необходимость постоянно подстраиваться под темп индустрии. А он всегда жил в собственном, медленном и точном. Возможно, именно поэтому первые годы его экранной карьеры проходили почти незаметно. Он не стремился к громким проектам, не хватался за любую возможность, если она не отзывалась внутри. Он словно ждал не обещанного шанса, а роли, которая действительно будет стоить того, чтобы вложить в нее всего себя. Этот период стал для него своеобразной тренировкой выносливости, как творческой, так и человеческой. Он учился терпению, учился работать в условиях, где нет времени на размышления, учился держаться на точке баланса между театральной глубиной и телевизионной скоростью. Он еще не подозревал, что именно это умение – оставаться собой в мире, который требует постоянной спешки, однажды станет ключом к роли, которая изменит все. И когда этот момент наступил, он был к нему готов, хотя сам этого не осознавал. Предложение, которое перевернет его жизнь, пришло не тогда, когда он к нему стремился, а тогда,
когда уже смирился с мыслью, что большие роли появляются только у тех, кто умеет громко заявлять о себе. Он никогда не умел. Но именно это и стало причиной, по которой режиссеры обратили на него внимание. Проект, который готовили к запуску, обещал стать необычным по масштабу: историческая драма, огромный бюджет, тщательнейшая работа с эпохой и, главное, персонаж, без которого сам сюжет терял бы свою ось. Роль требовала не просто актера, а человека, который может вместить в себя противоречия сильного государственного деятеля, холодного, расчетливого, но способного на глубокие личные переживания. Когда имя Акана Елабыка впервые прозвучало на обсуждении кастинга, многие удивились. Он не был телевизионной звездой, не был на слуху, не обладал типичной внешней эффектностью. Но у него было другое, редкое сочетание внутренней сдержанности и невидимого притяжения, которое создает напряжение без громких жестов. Работа над ролью началась почти сразу после утверждения. Он подошел к ней не как к очередной возможности, а как к исследованию живого человека, погруженного в вихрь исторических событий. Он изучал хроники, письма, дипломатические записи, разбирал биографию не только как набор фактов, но как карту внутренней логики персонажа. Чем глубже он погружался в материал, тем яснее становилось: эта роль требует почти хирургической точности. Никаких лишних эмоций, никаких случайных реакций, все должно быть выстроено так, чтобы зритель верил каждому слову, каждому взгляду. Он работал тихо, упорно, без демонстративных репетиций. Те, кто видел его процесс, отмечали, что он не примеряет роль, а будто растворяется в ней. Когда сериал вышел на экраны, стало понятно, что выбор был сделан безошибочно. Его появление создавало такую плотность присутствия, что сцены с ним становились центром эпизодов, независимо от того, что происходило вокруг. В нем сочетались твердость и спокойствие, внушительность и скрытая уязвимость, те качества, которые делают персонажа не просто убедительным, а по-настоящему живым. Зрители увидели в нем фигуру, которой можно восхищаться, которую можно осуждать, но которой невозможно остаться равнодушным. И чем сильнее рос интерес к самому сериалу, тем быстрее имя актера превращалось в культурный ориентир. Он не просто сыграл свою роль, он сделал ее частью общественной памяти. Но именно в тот момент, когда аплодисменты становились все громче, в его жизни начинался процесс, который окажется куда более сложным, чем сама работа над образом. Чем выше поднимался проект, тем стремительнее росла волна внимания, которую уже невозможно было контролировать. Зрители обсуждали каждое появление героя, СМИ разбирали его сцены в деталях, а критики пытались объяснить, почему именно эта игра оказала такой эффект. Но там, где публика видела силу, внутри самого актера постепенно возникало чувство, с которым он прежде не сталкивался. Популярность, которая обрушилась на него, была непростой любознательностью. Это было почти всепоглощающее внимание, превращающее персонажа в символ, а исполнителя — в ответственного перед ожиданиями миллионов. Вчера он был актером, который спокойно и методично строил путь. Сегодня — человеком, за каждым шагом которого наблюдают, как за продолжением истории, вышедшей за пределы экрана. Сериал стал для страны событием, а его роль — едва ли не мерилом всей драмы. Там, где зритель видел уверенность, на самом деле стоял человек, который спал по считанным часам, работал на пределе, но не позволял себе ни единой неточности. Камера требовала присутствия, а публика — совершенства. Однако тяжесть внимания была не единственным испытанием. Постепенно он начал замечать, что восхищение не дает свободы, оно связывает. Каждый новый эпизод рождал не только восторг, но и опасное ожидание. Что бы он ни сделал дальше, зрители будут рассматривать это через призму уже созданного образа. Именно тогда внутри него впервые появилось тихое, едва слышное напряжение. Не страх и не растерянность, скорее ощущение, что он вступил в пространство, где цена за признание выше, чем когда-либо мог предположить. Люди восхищались персонажем, но все чаще забывали видеть человека, который стоит за ним. Это внимание добавляло блеска сериалу, но отнимало покой у того, кто играл ключевую фигуру повествования. И чем больше зрителей погружалось в историю, тем яснее становилось, что прежний ритм жизни уже не вернется. Так началась невидимая внешнему миру полоса, в которой артисту приходилось учиться справляться не с ролью, с ее последствиями.
Когда сюжет проекта приблизился к своей кульминации, страна уже воспринимала персонажа Акана как часть собственной истории. Однако завершение его линии стало не просто моментом, который вызвал волну обсуждений, а переломом, который незаметно перевел самого актера в другое измерение профессии. Для зрителей это было яркое событие, вошедшее в список самых эмоциональных сцен десятилетия. Но мало кто задумывался, что для исполнителя это время стало точкой, после которой мир вокруг начал меняться не в сторону расширения возможностей, а в сторону их ограничения. Когда история его героя подошла к концу, актер оказался в ситуации, с которой сталкиваются далеко не все. Массовое признание оказалось столь сильным, что начинает заслонять его самого. Продюсеры, которые раньше видели в нем гибкого, тонкого артиста, неожиданно начали воспринимать его через единственный образ серьезного, выдержанного, почти непроницаемого человека, которого он воплощал на экране. Казалось бы, успех должен был открыть двери для новых жанров, новых характеров, новых творческих поисков. Но вместо этого его начали приглашать в проекты, где требовалась лишь вариация той же роли, небольшой сдвиг оттенков, но все той же эмоциональной конструкции. Это стало первым тревожным сигналом. Медиа и индустрия ожидали от него повторения, а не развития. Но повторять он не хотел, не из гордости, а из понимания, что любой живой образ существует только один раз. Тем временем зрительские ожидания росли. Каждый новый проект, каждое появление на экране тут же сравнивалось с его знаменитым образом. Даже если работа была качественной, ей неизменно ставили одну и ту же мерку – это уже не то. Этот фон стал для него ловушкой. Он становился все заметнее на экране, но все менее свободным внутри профессии. Люди видели в нем роль, которую он однажды блестяще исполнил, но переставали видеть актера, способного выйти за ее пределы. Добавилась и пресса. Комментарии, вопросы, предположения – все сводилось к одному – сможет ли он повторить прошлое? И чем чаще звучал этот вопрос, тем сильнее внутри появлялось ощущение, что его собственное творческое пространство постепенно сужается. Так началось то, что позже назовут его периодом исчезновения, хотя на самом деле он никуда не исчезал, просто шагал по траектории, которую никто не замечал. После завершения большого проекта его жизнь не изменилась в одно мгновение, не было резкого провала, громких скандалов или показательных пауз. Все происходило гораздо тише. Почти незаметно. Именно эта незаметность и стала той силой, которая постепенно вытолкнула его из центра внимания. Он продолжал сниматься, но проекты, в которых участвовал, не становились событиями. Они не были плохими, напротив, многие из них отличались качеством и глубиной, но публика приходила к ним с заранее сформированным ожиданием, и любое несоответствие этому ожиданию воспринималось как недостаток. Он будто каждый раз выходил на сцену, где зрители ждали не образ, а копию уже увиденного ранее. Эта стена ожиданий росла с каждым новым появлением. Даже когда он выбирал роли с иным эмоциональным ритмом или новым типом характера, все сводилось к одному – сравнение. И постепенно в комментариях, в рецензиях, в разговорах публики стали звучать вопросы, которых он боялся больше всего. Почему это уже не вызывает того же впечатления? Где та сила, что была раньше? Почему он стал другим? Он действительно стал другим, не потому что потерял форму, а потому что человек не может бесконечно ориентироваться на чужие представления о себе. Но для публики любой отход от прежнего образа выглядел как отход от собственной вершины. Именно в этот период он начал ощущать, что каждый новый сериал не просто работа, а попытка оправдаться, доказать, объяснить, что он способен на большее, чем одна единственная роль. Но чем сильнее он старался выбрать верный проект, тем чаще сталкивался с тем, что выбор не приносит результата. Не потому, что он ошибался, а потому, что публика неизбежно ждала того, чего дать он уже не мог, повторения момента, который случается в карьере один раз. Странная двойственность окружала его повсюду. Он продолжал творить, но словно растворялся в пространстве современного телевидения. Присутствие было, а видимости все меньше. Так начался период, который многие позже назовут тихим уходом с экранов. Он не уходил намеренно, просто пространство, где он работал, перестало быть открытым.
Постепенно он начал ощущать, что прежний шум, который еще недавно окружал его повсюду, смолкает. Но вместо облегчения эта тишина принесла другое состояние, будто мир вокруг стал слишком плотным, а каждый шаг требовал все больше усилий. Он все реже появлялся на публике. Интервью почти исчезли. Съемочные площадки, которые раньше были местом живого общения, стали восприниматься словно через прозрачную перегородку. Он присутствует, выполняет работу, но внутренне находится где-то в стороне. Партнеры по проектам отмечали, что он стал задумчивее, сосредоточеннее, но при этом будто немного отдален от происходящего вокруг. Это не была закрытость ради образа или демонстративная дистанция. Это было состояние человека, который слишком долго находился под тяжестью чужих ожиданий и теперь впервые пытается услышать самого себя. Его внутренний ритм начал меняться. Там, где раньше была стремительность, появилась осторожность. Там, где было стремление вписаться в новый проект, возникло желание отступить и посмотреть на все со стороны. СМИ тем временем начали задавать свои вопросы. Почему он появился реже? Почему в новых работах его роли стали скромнее? Куда делась та яркость, которая когда-то собирала миллионы зрителей? И хотя ответы на эти вопросы были сложнее, чем казалось публике, его собственная позиция становилась все яснее. Он не хотел больше участвовать в гонке, которая не оставляет пространства для внутренней жизни. Еще несколько лет назад он был человеком, находившимся в эпицентре внимания, но теперь внимание стало не приободряющим, а тяжелым. Он чувствовал, что каждый шаг, сделанный ради возврата в прежний масштаб, будет шагом против себя. И вот наступил период, когда внешняя активность будто сошла на нет, хотя внутренние процессы стали намного интенсивнее. Это была не сдача позиций и не отступление. Это была пауза, необходимая для того, чтобы осмыслить, что дальше. Какую часть пути он хочет продолжить? И готов ли он снова идти туда, где шум заглушает внутренний голос? Именно в эти годы он впервые понял, продолжать гонку за утраченным моментом бессмысленно. Нужно искать не прежнюю вершину, а новое равновесие. Период тишины, который снаружи казался спадом, внутри него оказался точка разворота. Он перестал рассматривать карьеру как движение вверх по прямой дороге. Вместо этого впервые за много лет позволил себе задать вопрос, который актеры обычно стараются обходить стороной. Что делать, если расставание с былой высотой не потеря, а освобождение? Он заметил, что желание доказать публике свою способность повторить прошлое уходит. Вместо него появилось спокойное, почти зрелое понимание. Некоторые роли случаются единожды, и именно этим драгоценны. Привязанность к ним – это не уважение, а ловушка, которая мешает двигаться дальше. Он перестал бесконечно анализировать рейтинги и отзывы. Не стал проверять, обсуждают ли его новые работы так же активно, как ту самую. Ощущение внутреннего долга перед массами стало растворяться, и это принесло неожиданный эффект – легкость, которой у него не было со времен молодости. Постепенно он начал отказываться от проектов, которые не чувствовал. Даже если предложения были заманчивыми, он впервые позволял себе думать не о том, насколько роль громкая, а о том, насколько она честная. И чем спокойнее он делал этот выбор, тем яснее становилось. Он выходит из режима конкуренции, сначала с другими, затем с самим собой. Это решение не было героическим жестом. Оно не сопровождалось заявлениями в прессе или демонстративными паузами. Оно произошло мягко, будто человек просто перестал стучать в дверь, которая так и не открылась. И чем меньше он пытался вернуться туда, где был когда-то, тем больше начинал ощущать, что может дышать свободно. Но свободное дыхание всегда приводит к следующему шагу, туда, где человек вспоминает, почему вообще выбрал свое дело. И он вспомнил. Возврат к театру не был громким заявлением или попыткой начать все заново. Это было скорее движение по кругу, которое замыкается естественно, когда человек возвращается к тому, что когда-то стало его первым убежищем. Театр всегда был для него местом, где не нужно спешить, где каждый жест проходит через сердце, а каждый текст проживается, а не воспроизводится. Здесь не существовало рейтингов, недельных дедлайнов и сравнения с прежними работами.
Здесь он снова мог быть тем самым внимательным юношей, который когда-то наблюдал за людьми, пытаясь почувствовать их внутренний ритм. Первое время он выбирал проекты осторожно, будто заново проверял, готов ли позволить себе быть настоящим. Роли не стремились доказать что-то публике, они были инструментами для восстановления. В одних он играл мягкие, спокойные характеры. В других – сложные, противоречивые фигуры, требующие глубокого погружения. Никакого громкого ореола вокруг этих спектаклей не было, но именно это и делало их ценными. В театре он нашел то, что потерял за годы участия в больших проектах, пространство, где можно быть честным. Здесь не ждали повторения прежней силы, не пытались подогнать его под один образ, не требовали постоянной внешней активности. На сцене снова возникла свобода, которой он так долго был лишен. Работа давалась ему с той самой точностью, которую он всегда ценил. Он позволял себе быть медленным, когда это нужно, и импульсивным, когда подсказывала роль. Зритель, который приходил на спектакли, видел не легенду прошлого, а актера, который обладает редким качеством, способностью полностью растворяться в моменте. Критики начали замечать, что в этих театральных работах он стал глубже и увереннее, чем когда-либо. Его игра обрела внутреннюю тяжесть, не внешнюю, а ту, что рождается из опыта пережитых лет, тишины, сомнений и постепенного преодоления. Но широкая публика почти этого не знала. И он не пытался привлечь ее внимание. Потому что театр стал для него местом восстановления, не карьеры, а самого себя. Годы, проведенные в тишине и вдумчивой работе, постепенно сформировали нового его, не того, кого когда-то показывали на обложках журналов, а человека, который снова обрел внутренний стержень. Он изменился внешне и внутренне, стал спокойнее, серьезнее, естественнее. Исчезла необходимость соответствовать представлениям о телевизионной звезде. Он больше не стремился к тому, чтобы быть в центре информационного поля. Его редко можно увидеть на крупных мероприятиях, он не участвует в активных рекламных кампаниях и почти не дает интервью. Но в этих редких появлениях его речь стала удивительно простой и честной, без позы, без попытки оправдаться перед общественностью, без желания вернуться в большой медиапоток. Он выбирает проекты осторожно, почти интуитивно. Любая роль должна иметь смысл не для зрителя, а для него самого. Он отказывается от громких предложений, если чувствует, что в основе лежит поверхностная история или попытка использовать его имя как маркетинговый инструмент. В мире, где все подталкивает актеров к активности и постоянной видимости, он позволяет себе роскошь, редкость. Внешняя невидимость обманчива. На самом деле он продолжает работать, но делает это в темпе, который подходит только ему. Появляется в небольших авторских проектах, участвует в экспериментальных театральных постановках, играет роли, далекие от прежнего исторического масштаба, но наполненные настоящими эмоциями. Критики, отслеживающие его творчество, отмечают, он стал взрослее не возрастом, а взглядом на профессию. Его игра сейчас – это не попытка доказать что-то публике, а результат внутренней свободы человека, который перестал сравнивать свою работу с недостижимым прошлым. Он принял, что роль, которая когда-то принесла ему огромный успех, не обязана повториться. И принял это без горечи. Тот образ живет в памяти зрителей, а он – в своей собственной, отдельной реальности, где главное не громкость, а искренность. Сегодня он стоит на своем месте уверенно и тихо. Он не соревнуется, не бегает за трендами, не стремится переписать историю собственной карьеры. Он просто делает то, что считает нужным. И, возможно, именно поэтому его и сейчас уважают, не за былой успех, а за выбор оставаться собой в мире, который редко дает такую возможность. Его путь, который когда-то казался прямой дорогой к вершине, со временем превратился в сложную, извилистую тропу, где каждый поворот требовал не только мастерства, но и внутренней честности. И теперь, оглядываясь назад, можно увидеть не падение и не отступление, а медленное взросление человека, который сумел выйти из ловушки собственной популярности. Он не стал тем, кто бесконечно пытается повторить одну единственную яркую роль. Он не позволил себе раствориться в требованиях индустрии, которая меняет правила быстрее, чем человек успевает к ним приспособиться.
Он выбрал путь, где тишина ценится выше аплодисментов, а внутренний мир – выше громких премьер. Его история напоминает, что настоящий успех не в количестве экранного времени и не в том, насколько часто твое имя звучит в новостях. Настоящий успех в умении остаться собой, пройти через собственную тень и выйти к свету, который не ослепляет, а согревает. Сегодня он актер, о котором вспоминают с уважением, даже если он не появляется каждую неделю в эфире. Он стал фигурой, связанной не столько с массовой культурой, сколько с ремеслом, с умением играть честно, осмысленно, точно. Его зрители, пусть и реже, но все же приходят в зал, чтобы увидеть не легенду прошлого, а настоящего человека, стоящего перед ними на сцене. Там он свободен. Там никто не требует от него быть тем, кем он был 10 лет назад. Там он существует вне сравнения, вне ожиданий, вне давления. И, пожалуй, именно это и есть главная его история. Он сумел не потеряться в ярком свете, который однажды был направлен на него, и не раствориться в тени, которая возникла после. Он нашел собственное равновесие, тихое, зрелое и очень человеческое. Так заканчивается не его путь, а наша рассказанная о нем история. А сам он продолжается, так же спокойно, ровно и честно, как человек, который однажды сделал главный выбор остаться верным себе. Путь Акана Елабыка напоминает нам, что даже самая яркая вершина может стать началом сложного внутреннего пути. Он прошел через оглушительный успех, давление миллионов, профессиональную тишину и годы поисков. Постепенно он освободился от ожиданий, которые когда-то сковывали его, и нашел себя там, где все началось, в честном, глубоком искусстве, свободном от гонки и сравнений. Эта история не о том, как человек ушел из центра внимания, а о том, как он нашел собственный баланс, выбрав не славу, а смысл. Спасибо, что были с нами и досмотрели эту историю до конца. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал «Любовь и мечты». Ваши комментарии очень важны. Поделитесь, какая часть пути Акана тронула вас сильнее всего. До новых встреч!